Всем доброе утро, день следующий. Приехал механик, привез вот карданчик. Я вам показывал тот флянец, да? Вот, и сейчас вот привезли новую. То есть он уже другой, меньше. Переходник этот флянец. Отверстием совпадает, все зашибись. Здесь, видите, какая каемочка. Вот, здесь она вот сюда встает. И все. И уже крестовина чиркать там за трубу внизу не будет. Продолжаем дальше. Вот такое маслице привезли. Так что скоро карданчик, шланги. И будем заливать вот такое масло. Не знаю, ребят, хорошее нет. Если кто пользовался таким маслом, то отпишитесь. Хорошее или как? Ребят, наконец-то лес поехал. После 6-дневного простоя первая машина пришла за сегодня. И, возможно, еще сегодня будет. Наконец-то ребят начали работать. Итак, новый флянец прикручивается к раздаточке. И потом к нему кардан. Зашибись, шоу-биз. Приехали шланги недостающиеся. Вот. И вот сейчас Александр хочет закольцевать, запитать, вот, чтобы залить масло и проверить ее работу. А потом все-таки будем снимать с этой установки клешню и вешать сюда. Вот. Но это уже будет потом. Эх, ребят, насосик новенький для бочки, чтобы из бочки выкачивать масло. Теперь все круто будет. Вот такой насосик, ребят. Сейчас будем его испытывать, как он качает. Ребят, самое главное не сказал. Стоимость этой бочечки 23 тысячи рублей. Ну как фигаш. Но сделано, правда, как-то фигово. Смотрите, ребят. Видите, здесь удлинение. Как бы надо наоборот на шланг надевать, а не вставлять. То есть, если сюда вставлять, то вон сразу же подкапывает. Вон, видите, давление. То есть, накрутили и давление сразу. Ребят, новый насос. Видишь? И уже масло. Сальник пропускает. Так, все. Сейчас насосик в лапы, в цилиндр, в тот цилиндр. То есть установка вся пустая полностью. Ребята, оказывается, это масло совершенно другое. Это темное. Как будто здесь было масло, ну, залито там внутри, чтобы смазалось вот здесь. Потому что само масло, видите, какое светлое. Так что это не сальнички, это тут все так, как нужно. Так, все, включили насосик, залили масло и сейчас будем разгонять по лапам. Давай, 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 позажимаю. Здесь замерзла, Сань. А? Вот это замерзла. Я знаю, пускай греется. Она так нифига нет, сам надо оборот дать. Она, скорее всего, здесь вот. У меня такая же фигня была. Вот тут. Что за шум такой? Это трясет, когда? Железо какая-то прикручена, блин. И все прикрутит. А может насос? Все замерзло нафиг. Воды туда пока не валялись, натекло. Масла в баке вообще нет. Сюда, наверное, ушло дофига. Ребят, открутили штуцер. Короче, было вот такое колечко здесь. Вот, а здесь вот видите, такой паз. И мужики говорят, что здесь типа должно быть резиновое кольцо. Типа вот как здесь. То есть оно стоит внутри и типа прижимает. А вы как считаете? Напишите в комментариях, что здесь должно быть, резиновое или все-таки медное. Так, второй раз закачали бак. Сейчас будем пробовать. Опор нажать. Она что, не прикручена там, что? Она почему вылетает-то? Она же не должна выезжать. Шланги вообще идут. Да. Все заработало.
Все офигенно. Ты повыше ее, подними на всю, Сань. А там у тебя ремень стоит, там ремень надо снимать. Чтобы она разогнулась. О, папа полилось. Короче, в обе стороны она зашибись. Что так, что так. А, не, нифига не хватает. Ребят, сейчас там на печке масло чуть-чуть отогреваем. ТАТ-17. Ну, чтобы пожиже было. Потом нагнетатель и заливаем в колонну под уровень, под второй глазок. Ну, то есть нижний первый полностью залит, а второй чуть-чуть как бы виднеться должен. Так, ребят, нижний глазок. Все. С верхнего полилось. 16 литров примерно вошло в эту тумбу-юмбу. Так, ребят, день следующий. Берем с этой установки клешню. Ту, которая лежит. Она вся какая-то, блин, ну, несуразная. Вот, решили все-таки вот это. Ее и варили, и обслуживали. То есть, ну, Александр выбрал лучше ее. Ребят, сейчас будут вот эту железяку. Ее надо отогнуть сюда, потому что она стучит вон в эти трубки. И еще здесь, видите, вот, как подкапывает она. Крутится шланг. То есть не сжимает, гайка закручена до конца. Ну, короче говоря, не под резинку трубка. И переделать, наверное, скорее всего. Потому что что еще думаю. Эх, ребят, не дадут поснимать офигенные кадры. Нужно ехать, накидывать на ленточку. Только проезжал, сейчас было. Уже, блин, нету. Они как раз там все протянут. Ладно, едем. Так, ребят, все, я перебрал ребятам на 63-ю и на ленточку. И приезжаем, и что мы видим? Бабах! А видим мы, что откололи нафиг одно ухо у ротатора. Когда забивали по ходу палец, я так думаю, кривой, отломили, откололи. Вот так вот стучать кувалдой. В принципе, держался, вот видите, где только. Чуть-чуть. Давно был отколот по ходу. Ну хорошо, ж хоть тут отломился, нежели где-нибудь с бревном или в лесу. Да? На кого-нибудь упало бы или еще что-нибудь. Блин, опасная вещь. Так и пришлось брать старое хапало. И сейчас, наверное, ротатор будет переделать. Ребята, и знаете что? То, что вот эта вот штучка, она не отсюда. Здесь была приварена маленькая. Вот это. Подними чуть-чуть, Санек. И сейчас получается, что зацепляет за эту, поворачивается туда, и она задевает за кабину. То есть нужно будет еще до кучи менять вот эту штуку. А что, пускай? И вот не знаю, или переваривать ее, или перебирать на ту. Включая вот с ротатором тут, со всей этой штучкой. Я все-таки думаю, вот эту поставить, она меньше. И она будет натягиваться. И крючок будет защелкиваться, я так думаю. А эта вот, она длиннее. Все, Сань, ставь, ровно будет. Ребят, вам вопрос на засыпочку. Почему не ложится клешня? Начинает упираться в кабину почти что. Варианты какие у вас могут быть? Неправильное расположение самого манипулятора, то есть нужно, может быть, сдвинуть сюда или сдвинуть сюда. Неправильная длина там ротатора, высота, серьги. Ну и, естественно, стойка не такая. Может быть, должна другая быть, выше. Ваши варианты. Отпишитесь, пожалуйста. Так, ребят, все-таки приняли решение срезать эту и эту наварить сюда. Вот по этим следам. Как было раньше. Заводская. Ребят, день следующий. Здесь короткую отрезали, здесь длинную отрезали. Все, приварили, все нормально. Все подсоединили, ротатор, все соединили, все зашибись, все крутится, вертится. То, что на кабину не ложилось, то есть эта стойка была ниже.
Потому что замерили на том Урале, то есть она выше. Вот, там, я уж не помню, 1,90 м, что ли, а здесь 1,60 м у нас с чем-то было. То есть вот, сделали, уварили вставки и чуть-чуть ее подогнули сюда. Сейчас ее сюда будут ставить. И вроде как уже более-менее все. И остается по мелочи. То есть коник, ну и тут регулировки. То есть купили тоже броню тоже будет наматывать. Вот, щиток сюда еще пока не купили. По мелочи. А так уже все, уже на кабину как бы уже не ложится, уже более-менее нормально стало. Ну попозже подъедем, посмотрим. Просто мне сейчас нужно ехать накидывать. Там работы много появилось. Так, ладно, ребят, мы перебрали. Вернее, я. Идемте посмотрим, какие изменения у Александра. Так, что мы видим? А видим мы уже намотана броня. Новенькая броня. Блин, вот щитка не хватает единственно, да? Так, туда, походу, не хватило. О, Саня! Ты сварщик? Нифига себе! Смотрите, какие он ручки замутил. Нифига себе, ну-ка посмотрим поближе. Оп, человече, броня. Тут броня. Вот я имею в виду шланги. Здесь отдельно. О. И сюда потом фары, да, Сань? И будет все огонь. Уже божеский вид. Установка принимает. Будем с вами присутствовать на испытании по подъему первого полена. Сейчас получше проварят. И все зашибок. Еще маленькое дельце. То есть шланги не здесь, а внутри пропускает сейчас. Потом их вместе так аккуратненько сделать. И также намотать там внутри такой же вот броней мелкой. И будет все офигенно. Длинноватые шланги, ребят. Вон, видите, петля выглядывает. То есть покороче было бы, наверное, нормально. Эх, новый крючок, все дела. Еще не привык, Александр. О, все, зашибись. Привыкнет, все нормально будет. Будет потом застегивать сразу на лету. Все круто. Только единственное, вот эти вот от ротатора шланги по кабине будут стучать. Вот, все нормально. Чуть-чуть, да. Надо было, все не угадали, чуть-чуть сюда надо было. Дело за малым. Заезжаем задом к прицепу. Ну и где-то коник здесь тоже есть. А, вот коник. Вот. И уже потом воздух сюда. Ну и свет. Так, ребят, ну что, ну вот и все. Лесовоз почти уже, ну практически готов. Осталось подсоединить воздух к прицепу. И все, и можно ехать в рейс. Так что я думаю, пока что все. Давай, нормально. Все, зашибись, вышел. Так что я думаю, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, ребят. Пока. Увидимся в следующих видео.